Это Илья и мой канал Антимрак. Если вам нравится мой контент, можете подписаться на мой канал. Итак, сегодня поговорим про одиночество. Это очередное мое видео по этой теме. И говорить я буду именно о том, почему множество людей понимают под одиночеством состояние, при котором они находятся одни, будто бы предполагая, что если они находились бы не одни, то это было бы для них гораздо лучше. Хотя, например, я зачастую ощущаю себя одиноким как раз-таки именно среди людей. Человек – это социальное животное. Слышал такое определение, как «человек – это социальное животное». Во многом это определение отражает стремление человека к взаимодействию с другими людьми, которое может быть вызвано множеством причин, но когда человек не был отделен от природы, как сейчас, от нахождения в группе зависела его жизнь, потому как он мог выжить только находясь в группе с другими людьми. По мере отделения человека от природы, благодаря развитию технологий, у него появилась возможность жить, не завися от нахождения его в группе, то есть это позволило ему находиться одному. Одиночество, если под ним понимать факт нахождения человека одного, стало возможным по мере возникновения цивилизации. И чем ее уровень выше, тем выше вероятная степень возможности нахождения человека одного. Хотя, если отбросить фактор ценности биологической жизни как таковой, то это кардинально меняет значение для человека его одиночество, потому как в этом случае оно способствует его более глубокому контакту с самим собой. Просто люди зачастую инстинктивно отождествляют смысл своей жизни с неким комфортом, который предоставляется им условиями цивилизации. Допустим, чтобы выжить человеку в примитивном обществе, ему надо было бы все время совершать некие действия для этого, потому как он не был отделен от природных факторов, таких как температура окружающей среды, опасность, исходящая от хищников, потребность в добывании пищи. Чтобы в условиях цивилизации человеку получить все это, ему, по сути, не надо ничего предпринимать. Одиночество – это индивидуальный смысл. Если же под одиночеством понимать индивидуальный путь самопознания человека, то факторы комфорта, возможные в условиях цивилизации, не имеют никакого значения, потому что он осознает их значение исключительно с точки зрения поддержания жизни, но не ее смысла. То есть смысл жизни сам по себе не может заключаться в том, чтобы ее поддерживать, создавая все лучшие условия для этого. И человек оказывается в некой ловушке, когда по мере развития цивилизации он становится ее некой потребительской единицей. Ему не надо разжигать костер, чтобы согреться, не надо ловить мамонта, чтобы утолить голод. Ему достаточно взять смартфон в руки, и еду ему привезут прямо домой. Так скажем, а любую информацию ему подскажет Google, да? И я скажу сейчас очень важную вещь, которая является краеугольным камнем моего видео этого. Существование человека в условиях развивающейся цивилизации становится своего рода имитацией деятельности, при которой он вроде бы как что-то делает, но это действие представляет из себя тыканье пальцем в экран своего телефона. Человек даже не ищет соблазны, а соблазны находят его сами, появляясь на экране его телефона благодаря рекомендательным системам интернет-сайтов. И для человека погоня за соблазнительным контентом превращается в своего рода единственный способ времяпровождения, потому как рефлекторное получение желаемого у него перестало быть связано с действием в реальной жизни, то есть его биологическая жизнь поддерживается таким пассивным способом, при котором ему надо совершать минимум действий, при том, что даже сами действия напрямую не связаны с самой спецификой потребности. Например, чтобы удовлетворить половую потребность при отсутствии различных современных способов передачи информации, человеку понадобилось бы как минимум выйти на улицу, чтобы найти полового партнера. Но при наличии безлимитного интернета он просто открывает крышку своего ноутбука
и включает соответствующие сайты. И процесс имитации удовлетворения потребностей запущен. Почему я говорю об имитации? Потому что перед его глазами даже не реальные женщины, а комбинация пикселей, выстроенная благодаря программным алгоритмам. То есть человек становясь пассивным элементом условий цивилизации, как будто бы существует в мире имитации действий по удовлетворению потребностей, самостоятельно не осуществляя этих действий. Почему я вообще стал приводить эти примеры? Я стал их приводить потому, что чувство одиночества в условиях имитации действий, необходимых для удовлетворения потребностей, не вызвано самим фактом одиночества, а тем, что сами такие условия избавляют от необходимости таких действий, которые в потенциале привели бы к образованию взаимосвязи с другими людьми и, как следствие, нейронным связям в головном мозге. То есть сами условия цивилизации лишают человека мотивации действовать, потому как, образно выражаясь, ему лишь стоит открыть рот, и ему все дадут уже в пережеванном виде. Если тебе плохо с самим собой, ты будешь зависеть от других. Если тебе плохо с самим собой, то никакие отношения тебя не спасут, так как они будут являться всего лишь способом временного избавления от внутренней проблемы, которая не решается путем добавления чего-либо извне. Дело в том, что для начала нужно стать психологически самодостаточным, и эта самодостаточность может измеряться одним единственным критерием – находить свои истинные потребности и удовлетворять их. Страх остаться одному. На самом деле, если человек вступает или поддерживает некие отношения по причине того, что он боится остаться один, то эти отношения будут всегда иметь деструктивный характер, потому как другой человек будет являться для боящегося средством для временного избавления от собственной, так скажем, незрелости. То есть даже находясь со своим партнером по межполовым отношениям, его пугает вероятность того, что его партнер может уйти от него, как будто бы нахождение с ним это и есть он сам, потому как он отождествил свое существование с взаимодействием вот с этим человеком, да. То есть он изначально рефлекторно отторгает саму вероятность того, что он может остаться один. Поэтому он всегда привязан к этой форме отношений, постоянно зацикливаясь на персоне своего любимого, да, в кавычках, человека. Его радуют не столько сами отношения, сколько то, что они в его представлении остаются в перманентном, неизменном состоянии, потому как его партнер постоянно вынужден соответствовать его реакциям, подстраиваясь под них. Это такой тип отношений, основанных на оправдании ожиданий, но не на живом взаимодействии, когда, допустим, один может отказать в чем-либо другому. Да? И зачастую такую статичность они называют таким загадочным словом, как любовь, хотя партнер для одного является всего лишь объектом манипуляции, которые заключаются во влиянии на его самооценку, когда он выходит из-под контроля. Допустим, я сам видел пример, когда некто хвалил одного человека, участвующего в так называемой супружеской паре, и его партнер пытался принизить это его достижение, так как он боялся, что его самооценка начнет расти, да, с самооценкой его партнера, и в итоге он потеряет над ним контроль, при котором он имеет определенную власть над ним через собственные манипуляции. Так для чего же я привожу все эти примеры, если видео про одиночество? Я привожу эти примеры для того, чтобы человек понял то, из чего он сам состоит, так как он не может стать кем-либо, примыкая к другим, ведь в этом случае он всегда остается зависимым от других людей. Пример зависимости в межполовых отношениях и межполовой смысл отношений. Например, в межполовых отношениях, точнее в отношениях, где репродуктивный инстинкт является основополагающим мотивом таких отношений, и если люди выдают это за некую любовь, то
непременно для них становится это некой зависимостью, потому что они наделили то, что имеет инстинктивную причину, несуществующими романтическими мотивами. Хотя отношения — это то, в чем удовлетворяются потребности. Потребность не может быть абстрактной, она всегда конкретна, просто зачастую, инициируя образование межполового союза, люди удовлетворяют свои половые потребности, но сохраняют этот союз для того, чтобы рассматривать свою жизнь сквозь призму некой социальной обустроенности, да, то есть они думают, что если они сделают эти отношения перманентными, да, то они вот встанут на некие рельсы, да, и никогда с этих рельс не съедут. Люди в межполовых отношениях подчиняют друг друга своей картине мира. Они маскируют романтизацией репродуктивный инстинкт, тем самым рефлекторно стремясь сделать эти отношения перманентными в своей форме. И подчинить они стараются их именно форме, потому что в самих половых партнерах может полностью отсутствовать личностное содержание, при котором любой исход таких отношений являлся бы их продолжением, а не концом. Но зависимые друг от друга люди видят свои отношения сквозь призму противоположностей. Это отношения и разрыв. Да, вот такие две крайности. Притом разрыв они рассматривают именно как разрыв, допустим, в виде того же самого развода. Да? Когда люди, сам факт нахождения в так называемом браке для них является основополагающим в их отношениях. Хотя, например, я считаю, что так называемый брак это не более чем лицемерие по отношению человека к самому себе, вступающего в него, да? Потому что он руководствуется идеей брака, придуманной кем-то, как тем, что определяет его настрой по отношению к другому человеку. Следовательно, эти люди взаимодействуют друг с другом не такими, какими они на самом деле являются, а через принятие идеи того, что идея так называемого брака определяет их отношение друг к другу. Хотя, как мне это видится, если люди имеют некую внутреннюю связь друг с другом, то они не нуждаются ни в каких государственных регистрациях отношений, потому как государственная регистрация отношений нужна в первую очередь государству, либо же и им самим, в случае, когда эти отношения не базируются на личностном смысле, а только используются для того, чтобы сохранить ощущение предсказуемости и безопасности. Одиночество — это не противопоставление жизни в сообществе. Некоторые говорят, что они якобы выбрали одиночество, но если предполагать под одиночеством чувство, то оно не зависит от наличия или отсутствия кого-либо рядом, так как ты можешь ощущать чувство одиночества среди большого количества людей. Если же говорить о выборе одиночества, то это может быть только намеренной сменой формы существования, не вызванного никакими внешними раздражителями. Если же выбор одиночества был вызван внешней причиной, то здесь не может быть никакого выбора, потому как это было реакцией на раздражитель. Если вам было интересно было бы интересно рассмотрение мной каких-либо определенных вопросов, схожих с рассматриваемыми вопросами в моих видео, то напишите об этом в комментариях. Спасибо за внимание. До встречи.